Так, стоп. Сегодняшнее утро назвать добрым абсолютно нельзя. Мы сегодня спали 3 часа. Мы вчера просто до 3 ночи искали отель. Копенгаген какой-то недобрый. Вон идет моя последняя надежда. Надеюсь, он сейчас скажет, что номера есть. И ничего за любые деньги не было. Поэтому мы где-то в пригороде. Но слава богу, здесь в пригороде есть сервис-центр Харлея, потому что, я напомню, у меня сломалась ручка газа. И это критичная вещь, потому что мы планируем возвращаться также на мотоциклах. И ехать как-то надо. И хотелось бы побезопаснее. Поэтому мы сейчас отправляемся в сервис-центр Харлея и посмотрим, смогут ли они сегодня в кратчайшие сроки что-то сделать. Итак, я напомню наш план – проехать 5000 километров и 5 стран. И сейчас мы уже на финишной прямой в Дании. Это наше первое путешествие на байках, так что, думаю, будет весело. Всем привет! Сегодня 18-й день нашего путешествия, и утро началось не с кофе, а с ремонта мотоциклов. Но подробнее о том, как именно мы пытались починить ручку Жениного Харлея, мы расскажем несколько позже. А сейчас мы наконец-то направляемся в Копенгаген. Фух. С самого начала поездки у нас все шло не по плану, но сейчас я надеюсь, что будет иначе, и мы покажем вам все то, что запланировали. А показать ведь действительно есть что. Самая длинная улица Европы, церкви, фонтаны, дворцы и, конечно же, та самая русалочка. Ну что, погнали смотреть. Ну и, конечно же, все с самого начала пошло не по плану. Вместо достопримечательности мы пошли в магазин Лего. Нам с Татьяной Геннадьевной не повезло в Леголенде, поэтому мы сегодня идем в Копенгагене также в магазин Лего и будем искать себе брелки в виде викингов. Итак, Если здесь не будет, я сдамся. мы стоим в очереди в третий магазин Лего. Итак, мы не нашли викингов, но мы нашли Дарта Вейдера, это мой. И Мандалорца, и сейчас с нами нет, но будет маленький Йодик. Это Таня, будет с Харли. Как и следовало ожидать, Лего все не закончилось, и Женя протаскал меня по магазинам большую часть дня. Конечно же, это он, а не я. Авада-кедавра! Да, мы снова зашли в гиковский магазин. Взрослый ответственный мужчина. Что ты там палочку себе присмотрел, да? Таня, тебе это нужно. Пойдем смотреть достопримечательности, говорили они. Пойдем смотреть достопримечательности. Пойдем посмотрим достопримечательности. По просьбе Тани мы идем в диджей. Мы только посмотреть, сказал он. А еще говорят, что девочки любят шопинг. Так, наконец-то с магазинами покончено, и мы можем показать вам все то, что запланировали. Классно, да? В этот раз мы основательно подготовились, вычитали кучу интересных фактов, например, про самую длинную и старейшую улицу Европы или про Белую башню. Но все это вы можете прочитать разве что по губам, потому что большую часть видео Женя снял в режиме гиперлапс. Хорошо, что у нас есть еще пара часов перед отъездом в Швецию, и мы можем постараться исправить то, что мы снимали вчера. Кстати, как минимум за то, что мы решили снять видео из кучи гиперлапсов и таймлапсов, я думаю, что мы заслуживаем лайка. Если ты еще этого не сделал, обязательно поставь палец вверх. Ну что, друзья, камера, мотор, дубль 2. За моей спиной находится та самая Белая башня, о которой я ранее рассказала на гиперлапсе, это было очень увлекательно. Особо знаменательна она тем, что раньше она входила в состав университетского комплекса, являлась обсерваторией, а сейчас это одна из самых известных видовых площадок Копенгагена. Известна она тем, что вместо ступенек в ней находится просто винтовой подъем, именно поэтому Петр I смог подняться на самый верх верхом на лошади. Есть куча городских легенд, что люди поднимались не только на лошади, но и на каретах, упряжках и вообще
на всем, что можно придумать. Сейчас вы можете за совсем незначительную плату подняться на самый верх, насладиться видами города, а на первом этаже послушать орган. Кстати, совершенно бесплатно. В Копенгагене просто велосипеды повсюду. Их просто тьма, больше, чем людей. Вы просто посмотрите, как много велосипедов. Город велосипедов. 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 Кстати, ранее в видео про Орхус мы уже говорили о том, что Дания – это страна велосипедов. Если вы еще не смотрели это видео, ссылочка будет где-то здесь. Я еще не научилась так делать, так что... В общем, Копенгаген находится на 1000% под велосипедной экспансией. Вы только представьте, больше 60% населения, 60, Карл, передвигается исключительно на велосипедах. И именно здесь христиане придумали тот самый трехколесный велосипед наоборот, на котором возят туристов, вещи, детей и даже иногда домашних животных. Если Женя любит гаджеты, то Таня любит всякие спортивные ништяки. Пойдем посмотрим достопримечательности, говорила она. Итак, я наконец-то забрала у Жени право голоса. Как будто бы раньше оно у него было. Ну да ладно, уже 6 вечера, а мы ничего не успели посмотреть. Между прочим. И сейчас мы направляемся по нашему списку достопримечательностей Копенгагена. И следующий лот это... Я не знаю, что это, но это очень красиво. Это та самая русалочка. Нет, я имел в виду вот про это. На самом деле маршрут по Дании сделан так, что можно действительно за один день и там каких-то 10-15 тысяч шагов, всего-то, черт побери, посмотреть все основные достопримечательности. Вы можете наткнуться на церковь Святого Албана, построенную в нетипичном для Дании готическом стиле. И она известна тем, что на ее открытии был русский император Александр III с супругой. Казалось бы, что он там забыл? Но супруга императора была дочерью правящего в тот момент короля Дании Кристиана IX. Вот такое переплетение судеб. Поэтому по пути к русалочке обязательно погуляйте по парку, посмотрите на церковь и на фонтан Гефион, расположенный прямо возле нее. Кстати, именно рядом с этой церковью и фонтаном находится одна из самых главных достопримечательностей Копенгагена, а возможно и всей Дании. Та самая русалочка, которая украшает местную набережную уже больше 100 лет. Ну что, мы нашли ее? Да, мы нашли ту самую русалочку, которая является олицетворением Копенгагена, самой главной достопримечательностью, и я просто люблю русалочку. Если честно, я абсолютно не понимаю, как travel-блогеры выделяют там конкретное количество дней на страну и смотрят только там определенные достопримечательности. Вот мы сейчас шли до русалочки, ничего не предвещало беды, как просто мы попали в какой-то парк с невероятно красивой церковью. Я буду называть их всех церквями, хотя я понимаю, что это разные... Соборы. Да, что это разные религиозные учреждения, скажем так, ну пусть это будет церковь. Она дико красивая, просто посреди пруда с кувшинками, рыбками, уточками, фонтанами. А ведь я действительно не ставила ее в план, потому что я даже не видела ее в путеводителе. Ну как? Как тут можно идти по плану? Копенгаген прекрасен. А еще я не понимаю, как семейные пары, блогеры ездят со всем оборудованием. У меня здесь сумка, тут сумка, в карманах все понапихано, а вот Ани маленький пакетик с новыми штучками. Его штучками, между прочим. Моими, между прочим. Нашими. Кто не понял, нашими.
коротко о наболевшем. В каждом путешествии мы тестируем новые виды сумок, рюкзаков, в том числе и для техники, но пока не нашли для себя оптимального варианта. Поэтому, ребята, если у вас есть какие-то решения, которые вы используете, и они комфортны для вас, обязательно также делитесь этим в комментариях. Давайте уже, раскрывайте свои секретики, нам очень важна обратная связь. Любишь кататься на мотоцикле? Люби с собой таскать все вещи после того, как сделал чекаут из гостиницы. Что же, мы все еще исправляем последствия вчерашних съемок. Спасибо компании DJI за ее режим Гиперлапс. И повторно расскажем вам некоторые интересные факты про места, которые нам удалось посетить. И первым будет дворец Амалиенборг. Он особо интересен тем, что это до сих пор действующая резиденция правящей семьи Дании. Но шли мы сюда не для того, чтобы посмотреть на дворец, а на мраморную церковь Фредерика, которая великолепно смотрится в лучах закатного солнца и так напомнила нам первый совместный отпуск Жени, который мы провели в Риме. Эта церковь знаменательна тем, что начали ее строить в 1749 году, а закончили 150 лет спустя. Мне кажется, сейчас бы строители с такими сроками сдачи просто бы не выжили. Кроме того, они здесь отличаются не только сроками сдачи объектов, но еще и смекалкой. Сейчас я покажу классную тему. Такое ощущение, будто строители Владивостока переехали в Данию. Кстати, поставь лайк, если у тебя тоже есть классные истории про ремонт, ну или расскажи о них в комментариях. Когда ну просто ни на сантиметр нельзя отойти от плана. Вы просто понимаете, им проще было сделать люк такой формы, чем перенести его буквально на какие-то 30 сантиметров. Это просто топ. Я решила в монахиню податься после жизни такой кочевой. Пойдем. Во славу истинного владыки. Я понимаю, почему Женя вчера все снял на гиперлапс. Ребята, по 3 часа сна в поездках – это действительно очень мало. И раз уж второй день мы тоже решили посвятить экскурсиям по тем же самым местам, ну, как говорится, с 3-го раза точно получится. В этот раз мы решили посмотреть также замок Росенборг, который не успели посмотреть вчера, потому что мы зашли с другой стороны, а с той стороны стоят военные, которые что? Правильно, и не пропустят вас, и на любую попытку снять тоже сделают а-та-та. Кстати, мне тут шепнули, что в этом замке в подвале находится сокровищница королевская, потому что раньше здесь жили, соответственно, все датские монархи. Так что все, что будет снято дальше, я думаю, останется за кадром, только для личного архива. Ну и кто бы сомневался, на территорию замка можно попасть только с официальной экскурсией, на которую мы, конечно же, не попадем. Так что мы почухаем льва на удачу и отправимся гулять по Королевскому парку. Все-таки по нему ходили все местные монархи, так что... Помните, как во всех фильмах про выживание, они такие рукой ее. Но мы не будем рисковать. Итак, дубль 3 организовать нам обед. Женя сказал, что мне сниматься в чудаках. Я не знаю, что это, но я попробую.
Боги. Уроки выживания Татьяны Геннадьевны. Ну почти, почти. Помнится, я отучала Харли подбирать на улице всякие ништяки, и это выглядело примерно так же. Стоит ли ехать на личном транспорте? Да, стоит, но его нужно оставлять где-нибудь в пригороде, либо на парковке отеля, потому что в центральных областях, где находятся основные достопримечательности, парковок практически нет. Либо, если они есть, они стоят каких-то сумасшедших денег, и это определенно не стоит того. Есть метро, есть автобусы, и на самом деле пеший маршрут, хоть и достаточно протяженный, но вполне себе реальный. Я думаю, за сегодня мы находим километров 15-20, но это, в принципе, наша стандартная такса, так сказать. Это не стандартная такса, это случилось потому, что мы не разобрались с метро. Что же, мы решили, что нужно испытать удачу еще раз. И так как наши мотоциклы уже второй день в ремонте, ходить мы изрядно устали, особенно по магазинам, по которым меня таскал Женя. Попробуем метро? Мы с Таней не попали в Стокгольме в метро, Хотя оно одно из самых красивых в мире. поэтому Мы поедем по метро Копенгагена. и тут очень интересный способ, как в него заходить и выходить. Это лифт под землю. Может быть, это покупать билет? А мы уже в метро. Это поезда. Куда нам? Купить билет здесь значительно сложнее, как оказалось на первый взгляд. Мы, спросили у местных, и они подсказали, что нужно купить сначала какую-то карточку. Но мы даже не разобрались в линиях метро. Вот это линии метро, но нашей станции здесь нет, хотя Google карты показывают, что все должно быть. А Таня пытается купить или взять кредит на 5 лет. Как метро из Стокгольма, метро Копенгагена мы тоже не увидим. Мы не разобрались. Но там очень классный момент, когда ты выбираешь покупку билета, там появляется вопрос, для кого этот билет будет покупаться. То есть взрослый, ребенок, пенсионер и вариант 4 собака. Это просто топ. Ну, в смысле, ну как так? Отдельно собаку, что ли, оставить? Там даже есть отдельно пунктик велосипед. Настолько ребята любят байки. Ну что ж, не очень-то и хотелось, поэтому проверенным способом при помощи своих двух мы отправляемся искать местную кухню. На сегодняшний день ни в одной из стран нам это еще не удавалось. Действительно очень странно то, что мы не можем до сих пор найти местную кухню. Большинство заведений рассчитано либо на какие-то быстрые фастфудные, достаточно бюджетные перекусы, либо на просто рестораны с таким ценником, что ты ешь и плачешь, плачешь и ешь, потому что есть-то хочется, а все время на одних булках жить совсем не хочется. Но я могу понять, почему здесь так много Макдональдсов, потому что это действительно самый универсальный вариант, дешевле, чем лапшу в магазине купить. Мы нашли. Я нашла традиционный датский десерт. Это будет суп со сладкими сливками, клубникой, бисквитом и мороженым. Ну что, наслаждаемся? Хоть что-то датское я нашла. О май гад. Сюда бы еще ежевички. Это как будто бы сгущенка со сливками. Я остаюсь. Картошечки. Драниками запасайтесь. Я так скучаю по борщу. Я нет. Соляночку. Нет. Все, пошли дальше. Нам не починили еще мотоциклы. И есть шанс, что мы опоздаем на паром в Литву. А это значит, что наше путешествие еще затягивается и увеличивается на 1 день. И как это скрестить с работой, я, честно говоря, даже не представляю.
Что ж, слегка перекусив не совсем той местной кухней, на которую мы рассчитывали, но зато налюбовавшись прекрасными видами гавани Нью-Хавен, мы решили заглянуть в еще одно место, потому что нельзя просто так быть в Копенгагене и не посмотреть на Христианию. Смотрите, как Женя рвется вперед. А все почему? За вон тем мостом находится Христиане. Держи себя в руках! Держи себя в руках, чертяка этакий! Для тех, кто не понимает, о чем речь, Христиане – это частично самоуправное государство в государстве, этакий Ватикан посреди Копенгагена, который известен своим легалайзом, как в Амстердаме. Короче, мы дошли до этого райончика, но уже 10-й час и темнеет. А во всех путеводителях сказано, что так делать не надо. Ходить туда после темноты. Поэтому мы не пойдем. Ну а еще потому, что мы за ЗОЖ. А вот и вся Дания в одном виде. Яхта, Тесла, пикники, красивые постройки и промышленность. Ну, наконец-то нам удалось посмотреть все достопримечательности, которые мы запланировали. Впервые за всю Скандинавию. Что-нибудь хочешь убрать? Второй подбородок, например. Было бы неплохо. Я в полном восторге от Копенгагена, и здесь все настолько гармонично, настолько красиво, что ничего не хочу убрать. Ну, может быть, русалку. Ну, честно, на меня никакого впечатления она не произвела. Вы бы видели, что творится сейчас, маленький взрыв за камерой просто. Ну что, на этом наше путешествие по Копенгагену, такая финалочка, окончена. По крайней мере, то, о котором мы расскажем в этом видео. Или вообще расскажем. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, ну и что там еще положено говорить. До встречи в новых видео.